Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот май 2024 года. Знаю, мои дорогие, заждались, знаю, что ждете. Ну что, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, какой же будет для вас именно этот май. Если вы смотрели «Весну возможностей», то вы знаете, что я не скажу вам каких-то сложных вещей, что у Козерога все будет сложно. Нет, если обобщить этот месяц, то скажу, что в целом май будет для вас очень продуктивный, активный. Здесь даже есть такая вероятность залениться, потому что для козерогов, когда очень много такой не напряженной энергии, есть такой момент, что так, а что это так легко, да? Но все-таки есть здесь такие определенные моменты, в которых стоит, естественно, заострить внимание. Здесь, конечно же, про финансы, здесь, конечно же, про отношения, здесь, конечно же, про будущее еще скажу вам, для чего нужен этот май, потому что все-таки, если коротенько, конечно, можно было сказать, месяц классно, расходимся и все, но нужно заглянуть, конечно же, в будущее, что ждет, потому что, сделав многое в этом месяце, вы, я бы так сказала, такой плацдарм себе вот такой устроите, да, для жизни, перепрыгните все те сложные моменты, которые будут весной 2025 года. А весной следующего года Сатурн, ваш главный управитель, меняет знак с Рыб на Овна, и уже начнется прямая такая мощная квадратура ко всем козерогам в личных транзитных картах. И здесь, конечно же, будут ваши такие большие внутренние экзамены, да, у каждого свои, что, естественно, не справится без труда, терпения и выносливости. Чисто по козерожье, чисто ваш управитель Сатурн будет, я бы так сказала, напрягать, заставлять работать, трудиться, показывать свой профессионализм, показывать, оттачивать все свои навыки для того, чтобы на основе этих знаний и навыков построить себе карьеру, естественно, заработать деньги, укрепить свой социальный статус. Эта история мощная ждет вас все, дорогие козероги, с начала весны 2025 года. Об этом я еще, конечно же, буду рассказывать в других гороскопах, которые будут идти ближе к этому. А сейчас про май. Что необходимо такого сделать для того, чтобы в мае у вас, я бы так сказала, заложить этот фундамент ответственности и мощи, да? У нас первая неделя мая, разворот Плутона. Для вас энергия, в принципе, понятна, мощно, напряженно, возможно, холод, разрыв в отношениях, нестабильность в финансах. Но если вы пользуетесь козерожьей энергией, живете по своему солнцу, тогда у вас с этим будет все в порядке. Вы прекрасно понимаете, что в этот момент лучше не пылить, не сорить деньгами. Первая неделя мая. Здесь, конечно же, лучше отложить, скопить. И если уж хочется во что-то вложиться и потратить, это, конечно же, вторая неделя мая, прекрасная для этого время. Если хочется с кем-то поругаться и разойтись, подождите вторую неделю мая. Тоже там вы сможете спокойно, рационально и продуктивно поговорить. Решить, уладить все конфликты и все неясности для того, чтобы все получилось. Итак, первая неделя мая разворачивается Плутон, и не тратим деньги, не ругаемся. Кто хочет сменить работу, надеюсь, что это будет происходить не из-под давления, не из-за своего психоэмоционального состояния, хочу все уйти, хлопнуть дверью и до свидания. Нет, старайтесь принимать решения четко. 8 мая у нас новолуние. Новолуние у нас будет в Тельце, Солнце в соединении с Луной, в соединении с любимыми нашими, я бы так сказала, мощными аспектами, планетами. Здесь, конечно же, ребята, понимаем, что для вас как раз-таки еще у нас с самого апреля на небе есть соединение Юпитера с Ураном.
Уран ваш второй управитель, не такой контролируемый, как Сатурн, это нечто экстраординарное, это нечто новое, это то, что хочется попробовать, это то, что хочется сделать не как все, все-таки в соединении еще с мудрым Юпитером. И здесь, конечно же, хочется внедрять, хочется действовать, хочется налаживать, хочется сказать: я не такой, как все, я хочу нечто большее, я хочу нечто новое. И как раз-таки, я бы так сказала, да, в таком далеком-далеком соединении Солнце будет с Луной в близком, и соединяется все-таки с Ураном и с Юпитером будут совершать схождение, да. То есть весь май вот эта благоприятная композиция, плюс еще к концу мая туда придвинется Венера. Все это благоприятное добро будет в трине идти по знаку Козерога, то есть по всем Козерогам, у кого дни рождения попадет на этот период, то есть это вторая декада. Вторая, под конец месяца уже третья декада рожденных Козерогов. И здесь, конечно же, не упустите эти возможности, потому что и Юпитер, и Уран будут влиять на вас хорошо. Даже если будут случаться ситуации, вышибающие из колеи, даже если будут происходить ситуации, заставляющие вас сменить работу, начать тратить деньги больше, потому что вы понимаете, что вам не хватает того, сколько вы зарабатывали. Это говорит о том, что не тратить надо меньше, ребята. Это говорит о том, что нужно повышать просто свою физическую выносливость, свою выносливость моральную в принципе, и идти в развитие, идти в деньгозарабатывание, в повышение карьеры, увеличение прибыли, развиваться. То есть закрепляться как истинному Козерогу в социальном статусе, не бояться идти назад, брать новые задачи. Да, в мае это будет даваться гораздо легче, чем это будет даваться в июне. Еще раз говорю, в конце июня, 13 июня у нас разворачивается Сатурн, ваш управитель, забегая просто вперед говорю, и потом уже внедрить что-то новое будет сложнее. Поэтому внедряйте сейчас, пока в мае еще действуют аспекты, которые будут новые, классные, интересные, они такие активные и будут с легкостью, я бы даже сказала, помогать, потому что все-таки Уран имеет при любом запуске, при любом проявлении, то есть при любом проявлении своих навыков, талантов будет это легче, чем, например, при ретроградном Сатурне в том числе, да? Потому что ретроградность планеты всегда говорит, что мы как бы откатываемся назад, решаем свои прошлые задачи, которые не получились, там, работу над ошибками исправляем. А сейчас время, когда хочется внедрить нечто новое, по крайней мере, вторая и третья неделя мая очень хорошие для внедрения работы. Вторая неделя вообще с новолуния по 15 число прекрасное время для работы, для проявления себя, для активности, для повышения квалификации, для проявления своих талантов, качеств и навыков. Третья неделя у нас Плутон в квадратуре с Меркурием. Здесь, конечно, хорошее время для учебы, для переэкзаменации, для изучения, обучения, особенно тех знаний, которые вы не могли освоить раньше, тех навыков. И это прекрасно. Учитесь, пожалуйста, замечательно. Если сложно, не тормозите. Знаете, у Козерогов много чего в жизни сложно, и это нормально. Те, кто рождаются Козерогами, они пришли сюда не котиков гладить. Хотя научиться гладить котиков и расслабляться, в принципе, Козерогам тоже очень нужно и очень важно, потому что основная такая проблема у Козерогов – неумение расслабиться, да, то есть вот в этой бесконечной гонке. Но все-таки, ребята, знак зодиака Козерог, в конце видео, кстати, прикреплю ролик часовой про Козерога, записывала навыки и таланты, качества, которые нужно развивать. Все про Козерогов, поэтому, ребят, посмотрите, если вы еще не смотрели видео на час, запаситесь вкусняшками, впитайте всю полезную информацию, примените в жизнь то, что вы раньше не применяли, да, для того, чтобы ускориться и понять, где, как говорится, не дорабатывали, где сложности, где шло не так, потому что истинный Козерог – это и человек непростой, и знак зодиака, естественно, да, и задачи по жизни сложные, и это как необходимо сделать все классно с иголочки и взобраться на тот самый финансовый карьерный Олимп, да, и при этом иметь еще и семью, и детей, и друзей, то есть иметь такую полную чашу, то есть
Козерогами рождаются непростые личности, но необходимо развивать в себе этот баланс для того, чтобы жизнь была интересной и наполненной, чтобы она не была такой однобокой. Знаете, очень часто козероги бывают однобокие, им сложно развиваться в других сферах своей жизни, а хочется. И нужно на самом-то деле, потому что жизнь любого знака зодиака, ребята, она важна быть в балансе. То есть не четкое, однобокое соблюдение всех формальностей в документах, да, но еще все-таки подходить к душевности ситуации, как оно бывает очень часто. Ситуации все в жизни бывают разные. Здесь необходимо, конечно, если вы видите моего кошака, который не дает мне записывать видео, ну, так бывает, да. И так отвлекусь. Третья неделя очень классная для обучения, для переэкзаменации, для того, чтобы показать все свои навыки, таланты в том числе. Четвертая неделя у нас начинается с полнолуния. Полнолуние в Стрельце. Солнце уже перешло в знак Близнецы, и здесь, конечно же, уже будет такая легкость, уже будет такая вальяжность, вам будет сложно с кем-то так общаться, потому что, в принципе, вот эта майская энергия тельцовская, да, она для козерогов очень понятна, она четко, продуктивная, хорошо действовать по плану, все как козероги любят, да. И здесь такой пришел близнецовский такой воздух, я бы так сказала, так, вот, когда хочется вот, расслабиться, погулять, потратить время впустую, да. При этом хорошее время для коммуникации, хорошее время для рекламы, для пиара. Внедряйте все, что вам хочется в жизнь в этот месяц. Будет хорошо, будет получаться хорошо, будет хорошо идти коммуникация, договорные отношения, в работе вообще в принципе должно получаться. И соединение Юпитера с Ураном, еще раз говорю, вам только на руку, поэтому здесь ни в коем случае не упускайте этот момент. Что касается личной жизни, то, конечно же, если вы хотите закрепить брачные узы, да, если же вы хотите встречаться, романтика, любовь, свидание, все это прекрасно, все это очень хорошо. Первая неделя, естественно, будьте немножко аккуратны, потому что первая неделя мая, разворот Плутона в квадрате с Венерой, сложное такое время для отношений, возможны кризисы, возможны недомолвки, не ссорьтесь, не ругайтесь, не создавайте конфликт специально, да, отложите это снова на новый лунный цикл, 8 мая новолуние, поэтому здесь уже будет легче, уже будет попроще. Так, в целом, месяц очень хорош для отношений, для романов, для свиданий, для покупок в том числе. Венера хорошая находится в Тельце. Венера в Тельце, она всегда хорошая, без отягощающих аспектов, да? Поэтому здесь прекрасное время для того, чтобы назначать романы, крутить романы, гулять, проводить время вместе, укреплять свои отношения. То есть прекрасное для этого время, ни в коем случае его не тратьте. Поэтому понимаете, да, и для работы хорошо, и для личной жизни хорошо. И здесь, конечно же, что нужно сделать? Нужно и тому уделить время. Все, просто составьте план. Как говорится, когда есть план, козерогам хорошо по жизни. Дорогие мои, вот такая история в мае. Для вас месяц сложится очень даже хорошо на фоне других знаков зодиака, просто потому что вы, в принципе, находитесь сейчас немножко в таком состоянии, когда еще до вас не дошли какие-то большие глобальные мощные транзиты, да, ваши личные, персональные, там, транзит Плутона, но ожидаем козерогов, которые родились в последней декаде, ожидаем там, в конце лета, да, осени, когда будет как раз-таки Плутон в Козерог опять вернется, да, там сложно будет опять. Квадратура Сатурна будет с весны 25 года, поэтому сейчас, чтобы весна 25 года прошла хорошо, нужно вот активность максимально включать, да. Естественно, когда будет оппозиция Плутона в личных ваших картах, да, то здесь, ребят, понимаете, точнее соединение Плутона, он же будет идти прям по Козерогу, и здесь, конечно же, понимаете, что история будет совершенно такая очень сложно развиваться в соединении Плутона к Солнцу, да, особенно те козероги, которые родились там последние 5 денечков.
знака зодиака Козерог, да, понимаете, что это та сила, мощь, которая будет вас, ну, я бы так сказала, либо повышать, да, то есть если в вашей натальной карте сильный Плутон, и вы его раскачали, то есть если вы можете брать большие финансовые нагрузки, сложности в бизнесе, умеете переживать мировые кризисы, глазом не моргнув, таки ладно, там это происходит, у меня вот эти дела, то есть мне необходимо здесь, у меня здесь группа, ребята, то есть мы работаем, да, то есть если вы умеете в сложных событиях, ситуациях справляться, тогда у вас сильный Плутон, вы им владеете, вы умеете владеть большими суммами денег, и у вас ни один нерв не дернется нигде, да, поэтому это прекрасно и хорошо, тогда соединение Солнца с Плутоном в ваших транзитных картах, которые встретятся, кстати, уже скоро, это будет август, сентябрь, октябрь, естественно, времечко-то непростое, да, то здесь, ребят, понимаете, если же Плутон у вас слабый, и вы им не пользуетесь, считаете, что эта планета так себе не про вас, ну тогда будет сложновато. Поэтому, ребят, наращивайте свою мощь, нарастить свою внутреннюю психологическую мощь. Очень просто сделать в мае, то есть повышаться, расти в бизнесе, в карьере, в статусе, многозадачно справляться с многими разными задачами для того, чтобы ускориться. Сейчас время ускориться для того, чтобы потом уже справляться с этими ситуациями, не глядя и не тратя очень много времени на переживание, на осознание вот этих сложных ситуаций. Поэтому вот такие дела. В целом месяц классный. Месяц многим знакам зодиака можно только позавидовать вам, но, естественно, без зависти, ребята, идем вперед, каждому свое, у каждого свой путь, у каждого свои сложности. Все еще зависит от личных дата, времени, место рождения. Кстати, у кого остались вопросы, оставляйте под этим видео обязательно дата, время, место вашего рождения, чтобы я рассматривала именно вашу карту, потому что, помните, на планете 700-800 миллионов козерогов, все имеют разное время рождения, все разных возрастов, все разного воспитания, и все проходят разные пути развития в своей жизни сейчас. Поэтому нет одинаковых жизней и судеб. Да? Судьбу мы, как говорится, делаем сами, но, как говорится, вы козерог высокого полета или вы козерог низкого полета. Я же здесь для того, чтобы большинство из вас стало козерогами высокого полета. Да? А уж, как говорится, идете вы туда или не идете, это уже уровень вашего характера. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. И я желаю вам продуктивного месяца и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.